Так, всем привет. Сегодня у нас наш гость Энди Брайс. Многие из вас его знают, но для тех, кто его не знает, я немножко расскажу, кто этот человек с благородной сединой. Энди Брайс – один из 30 первых мастеров, которых обучил Гарри Крейг Таппингу. То есть он собрал эту группу в Америке, и они несколько месяцев занимались, осваивали таппинг и пробовали разные методики. Вот. После этого Энди Брайс был руководителем самой крупной организации по обучению таппинга, которая сейчас называется EFT International. Вот. Он был ее генеральным директором, и он создавал все эти стандарты по обучению, сертификации и так далее. Вот. И сейчас он уже провел 2 тренинга с русскоязычной аудиторией. У нас хорошее, крепкое сообщество, которое сейчас продолжает обучаться, и мы ждем новых людей на тренинг 24-25 апреля, который будет проводиться онлайн с переводом Георгия. Это наш новый переводчик. Всем привет. Вот. И для тех, у кого есть вопросы по тренингу, пишите их в чате. Мы будем задавать их Энди. А сейчас я передаю слово Энди. Andy, you can start. I can start. Well, thank you, Alex, for having me on today. I appreciate we're very close to our next level 1 and 2 EFT training on the 24th and 25th. And I just want to say how impressed I am and with the people who have taken the training with us before. Some remarkable individuals who have used what they learned in their lives and their work. Всем добрый вечер. Я очень рад сегодня быть здесь. Спасибо, Александр, что пригласили меня. Я приветствую тепло всех, кто так же, как и мы, ждет предстоящий тренинг 24 и 25 апреля. Я уверен, что наши тренинги влияют на жизнь, на работу людей, поэтому я очень-очень вдохновлен и всех тепло приветствую. And so I don't know if we'll be able to take questions if anyone has any questions, but I just would describe the training on of level 1 and 2. The first day is introduction, where EFT came from, what the tapping is, so that people understand the very basics of it. And that will give people who take that first day the ability to use it for themselves and their friends. Прежде всего мы начнем с первого уровня, самых базовых вещей по поводу EFT, таппинга. Это позволит людям узнать, что есть таппинг, и рассказать о нем своим близким друзьям. And the emotional freedom techniques is a plural. There's one technique is tapping, but we have other techniques. So it's many things to learn. Есть техника таппинга основная, но также есть много других техник, которые мы также изучим. And this is my 20th year of teaching EFT. Это мой 21 год, который моего опыта в EFT. And it's exciting to see Russia and Russian speakers taking this opportunity and the curiosity and the excitement about personal development.
И мне очень приятно наблюдать, что российское сообщество заинтересовано в таком персональном, личностном росте, развитии. Это очень меня вдохновляет. And it's been a very strange year, year and a half, and I think, well, I'm sure that emotional freedom techniques, the tapping, has helped many thousands of people with the anxiety and the stress of the pandemic. Это был очень непростой год для нас всех, и я уверен, что техника таппинга помогла многим людям пройти этот год, пережить эти сложные времена и какие-то стрессовые ситуации или состояния беспомощности. So the first time I learned that about EFT, about the tapping, I had serious pain in my neck. I couldn't do this. I had to do this. Первый раз, когда я узнал о таппинге, я вообще не мог повернуть свою шею. У меня были очень большие проблемы с шейным отделом. And in one day, most of the pain went away. И однажды за один день большая часть боли ушла навсегда. After 7 years of pain. После 7 лет боли все как рукой сняло. So I was in. I thought, yes, I'll do this. Да, я сразу же поверил, что это работает, и понял, что я буду заниматься этим, буду рассказывать об этом людям. And since then, I have used EFT for almost every possible problem, from physical health, and pain to emotional trauma. И с тех пор я использую технику EFT для всех физических проблем, но также и для каких-то эмоциональных травм. И это работает. And I still do quite a bit of that, but my focus now is helping people get in touch with their authentic dreams and make them happen. В данный момент я фокусируюсь на том, чтобы помогать людям найти их настоящие мечты и помочь им в их достижении. Because from the time we were born, we are being told how to be, told what to do and what to think. Потому что долгое время нам говорили, как нужно делать, как нужно жить, чтобы быть счастливыми. And no matter where you live in the world, it is a challenge to remember who you are and what is, and to learn how to live the life you were born for. И неважно, где вы находитесь в мире, всегда очень непросто раскопать те истинные мечты, которые у вас были всегда, и научиться быть собой. So there's just so many different ways you can use the tapping, and it helps when we have thoughts, we don't feel them. Есть очень много способов применения таппинга. Если мы говорим о мыслях, то мы не можем почувствовать наши мысли.
what we feel is the emotion attached to the thought. То, что мы чувствуем, это эмоция, которая связана с мыслью, но не сама мысль. And then we have sensations in the body connected to the emotions and the thoughts. И позже у нас случаются ощущения в теле, которые связаны с эмоциями, которые, в свою очередь, связаны с мыслями. So I'm encouraging people to connect their thinking and their emotions and their bodies. Поэтому я вдохновляю людей соединить воедино их мысли, эмоции и ощущения в теле. There's almost always an emotional contributor to a physical pain. Всегда есть то, что вызывает эмоцию, что вызывает некоторую боль, физическую боль. And so if we can find out what, we can often reduce the pain, but if we can find out what's behind it and what's underneath, we can often eliminate the problem. Конечно, мы можем снизить ощущение боли разными способами, но намного лучше найти причину этой боли, чтобы устранить боль навсегда. So with our perspective, we look at the negatives, we look at the problems, we look at the thoughts that upset us. И на наш взгляд важно смотреть на причины, которые вызывают эти боли, эти негативные вещи, которые вызывают физическую боль. Because when you have, when something in your environment makes you remember something unpleasant, you feel it like it's happening. Если в вашем окружении есть какие-то предметы, которые напоминают вам о чем-то плохом, что случилось в прошлом, вы физически снова проживаете эти ощущения. So quite often we can have unconscious filters, unconscious filters that get triggered by someone's voice or a car screeching that triggers a memory. Достаточно часто мы можем испытывать бессознательные реакции на разные раздражители, такие как чей-то крик или гудок автомобиля. So if we had an experience in the past where the screech of the rubber tires, screeching to a stop, and something bad happened, if we hear it again, we'll have the same feeling. Если, допустим, у нас в прошлом была ситуация, когда мы услышали скрип автомобильных колес и что-то плохое произошло, то в будущем, когда мы услышим снова этот скрип колес, это будет триггером, чтобы снова ощутить боль от того происшествия. Because our unconscious mind is always checking that we're okay, that we're safe. Наше бессознательное всегда проверяет, что происходит вокруг нас, и ищет подтверждение, все ли в порядке. And if we find those things and we use the tapping, we can bring that down and we'll be free of those, free of the past. И если мы, используя технику таппинга, сможем отыскать эти триггеры, мы сможем излечить негативные последствия в процессе использования техники таппинга. And
I have several clients that I'm working with now who have self-talk voices, negative self-talk. У меня есть несколько клиентов, с которыми я сейчас работаю, и у них есть проблемы с негативными голосами, внутренними голосами. So they see things they want to do, but they're inside they say, "Oh, I can't do that." Они видят вещи и знают, что хотят делать, но их негативные голоса внутри говорят им, что нет, я не смогу этого сделать. So they get stuck, and life doesn't change, doesn't get better. И они таким образом застревают в текущей реальности, и их жизнь, к сожалению, не становится лучше. And the good news is that the tapping can help bring the intensity of that voice down. И хорошая новость в том, что таппинг может снизить громкость этих негативных внутренних голосов и помочь избавиться от этого. So one of the great uses of the tapping is to discover and remove these old childhood beliefs and limitations. И одно из важнейших применений таппинга в том, чтобы разыскивать и нейтрализовать эти давние убеждения из детства и их отыскивать и работать с ними. I'm just working with a couple of people who sabotaged their lives. It was too good, and they just so this voice said, "Oh, this is too good. It can't happen," and they find some way of ruining their lives. У меня есть несколько клиентов, которые саботируют свою жизнь. В какой-то момент их жизнь была очень хороша, и в определенный момент они сталкиваются с этими негативными убеждениями, негативными мыслями, которые разрушают их жизнь. So it's possible. So when you have sabotaged your life and you have lost the good things, and you have regret, remorse, and it's very heavy weight to carry. Если однажды ваша жизнь была хороша и вы нашли способ ее испортить, то, конечно, это превращается в определенные сожаления, и эти сожаления для многих являются тяжелой, очень тяжелой ношей. So we work on forgiving the self for making the mistakes. Мы работаем над тем, чтобы уметь прощать себя за совершенные ошибки. And breaking the limitation in here. И ломать вот эти ограничивающие убеждения, которые мешают нам двигаться дальше. And it's something personal to me. I am guilty of self-sabotage. И эта история достаточно персональна для меня, потому что я есть тот, кто долгое время саботировал свою жизнь. In the past, and tapping has helped me heal that. В прошлом. И таппинг помог мне излечиться от этого. Да, я, кстати, хотел сказать по поводу этих голосов.
Потому что в свое время меня это действительно очень сильно доставало, настолько, что в какой-то момент я собрался и поехал в Индию специально для того, что один человек сказал, что он сделает вот так, и все прекратится. Но когда я туда приехал, он мне сказал, ну, понимаешь, это как бы долгие годы практики, в общем, я потратил время, вот. Но что я могу сказать про таппинг? Да, это на самом деле работает очень круто, и это действительно помогает убрать всю лишнюю болтовню настолько, что я начинаю по ним скучать, по этим голосам, потому что они меня вообще не беспокоят. Переведи, пожалуйста. Andy, briefly, Alexander once was told he had these negative voices inside, and they were having a very negative impact on his life. And one person told him that he should go to India and that he could do it. He could change his situation in one day. But when he came, he understood that this person said that it will take long years of practice to remove those negative voices inside you. So he was upset because he was told that he can make it in one day, and then he understood that it will take a long time. So he lost money and lost hope that he can heal it quite fast and easy. Yes, when it sounds too good to be true, it usually is. Часто бывает так, что что-то звучит очень прекрасно, но, к сожалению, реальность другая. Да, ну и я еще, собственно говоря, на основании вот этого своего опыта я прошел очень много разных тренингов, разных обучений, я знаю много работающих техник, но таппинг – это та техника, которая действительно работает очень четко, очень быстро. И она, в общем, достаточно понятна, в ней нет никакой философии, идеологии, и это лучшее, что есть на сегодняшний день. И я говорю это на полном серьезе, учитывая свой достаточно большой опыт. И поскольку я человек практичный, то есть, да, я прошел через всю эзотерику, но таппинг – это на самом деле вот та волшебная таблетка, которая существует. И Энди – лучший представитель тех людей, которые на самом деле обучают, как это делать правильно. Перевести? Да, если так коротенько скажу, что я сказал, что... Andy, Alexander said that he had tried many techniques to heal himself, and what he discovered is that tapping is the thing that works very fast, and it works certainly. It doesn't have some ideology, something behind it. It is just something that you can take, and it works. Yeah. Да, и касательно самого таппинга, ну, вернее, не таппинга, а тренинга, я хотел бы, чтобы Энди сказал, ну, на основании того, что мы делали уже 2 раза, каким будет этот тренинг, третий? Andy, could you tell us, please, about the upcoming training? So we had 2 already, and maybe this one will be a little bit different. От 2 предыдущих. So will there be something different from the first 2 trainings? Well, I feel like I'm getting more accustomed to doing the trainings on Zoom. So we'll have more practice. I think having the people pair up and actually do more tapping, and we have prepared slides. I think you have some I sent a while ago to have translated. So I think
the level 1 and 2, the introduction and level 2, have to contain a certain amount of essential information. У нас будет... со временем я становлюсь более привычным с Zoom и работе через Zoom, и я считаю, что в этом тренинге будет больше практики. Люди разделятся на пары и будут изучать технику таппинга, но в то же время мы дадим достаточно теоретической информации, что касается level 1, первого уровня и второго. То есть там будут вводная часть и будет также какие-то базовые знания к пониманию таппинга. But once we have the basics covered, we can do anything. And depending on who's there, I think it will be very personal. And I really would enjoy having people get not just information, but some experience of how the tapping works. И как только у нас будут базовые знания, то с этого момента мы можем делать все, что угодно. И я уверен, что необходимо дать людям базовые знания, чтобы они поняли, как таппинг работает. So I haven't planned anything big and different. However, I think I'm getting better at managing the time and getting the points across, so we have more time to practice. Я бы не сказал, что будет слишком много отличий, но я с каждым разом становлюсь все лучше в управлении временем, с таймингом, и в этот раз мы быстрее пройдем базы, чтобы у нас осталось больше времени на практику. And I'm working with clients just about every day, Saturdays and Sundays too. So I'm always seeing new ways that things work and how people think. So as I learn, I will share what I have. Я работаю со своими клиентами по 7 дней в неделю и по субботам и воскресеньям, и я каждый раз оцениваю, что работает лучше, что хуже, и как только я узнаю что-то новое, я сразу же поделюсь этим с вами. And I think it's important to know the basics and to understand the foundation and build from there. Я считаю, что важно всем понимать основы, и уже на основы можно будет надстраивать практические занятия. Я хотел спросить у Энди, вот ты занимаешься уже 21 год таппингом, а что он дал лично для тебя? Ну, помимо того, что ты на этом зарабатываешь деньги. Используешь ли ты таппинг для себя? Andy, Alexander is asking, you are working 21 years on tapping, and could you tell us, please, what tapping gave to you personally? So do you use it in your everyday life, for example? Yes. Just 2 Saturdays ago, I presented to a group of men. It was an online group organized in Australia. And my presentation was called Emotional First Aid. У меня 2 недели назад, в субботу, была встреча с группой людей из Австралии,
и он был посвящен эмоциональному влиянию таппинга на эмоции. And so I guess the question is, what has it done for me? Well, it's given me 20 years of traveling around the world, meeting people. I have my best friends are Brad Yates and Steve Wells, and you know, I have friends like Andy Hunt and Melanie. We're doing something together, but it gave me my health. Is that? Do you want to do that? Yeah, I would like to. Thank you. Если я правильно понял вопрос, что таппинг дал лично мне, то я уже 20 лет путешествую. У меня появились друзья-единомышленники, с которыми мы учим людей и работаем вместе. Yeah, Andy? Okay, so what I found is that if you integrate tapping into your life, when you feel a wave of emotion, you can tap like, oh, what's that about? Why am I anxious? Why am I sad? What's going on here? Why am I angry? And с помощью таппинга, таппинг также излечил меня физически и эмоционально. И сейчас с помощью техники таппинга мы можем отстраняться от своих эмоций и задавать себе правильные вопросы. Почему я зол, почему я чувствую то или иное раздражение или радость. То есть мы учимся правильно задавать себе вопросы, абстрагируясь от эмоций. And so I encourage people to tap for 2 or 3 minutes many times during the day. И я вдохновляю людей тапировать по 2-3 минуты много раз в день, чтобы они все лучше осваивали эту практику. You don't have to sit down for an hour and bruise yourself. Не потребуется целого часа, чтобы тапировать себя. Достаточно 2-3 минут несколько раз в день. One thing that EFT has done for me is 21 years ago, I was afraid to speak to groups. 21 год назад я был очень зажатым, и мне было очень сложно общаться с людьми на публику. Yeah, I was nervous and anxious, and I didn't want to make a mistake. И я был очень взволнован, в стрессе, пребывал в стрессе, и я боялся сделать какую-либо ошибку. But now I'm much more comfortable, and if I lose, you know, my thought, I just ask people, you know, where was I? А сейчас мне стало намного комфортнее общаться с людьми, и если вдруг я забуду свою мысль, я просто спрошу людей, так, а о чем это мы? And when I was 5 years old, I had a very, up until I was 5 years old, life was wonderful. До возраста 5 лет жизнь была просто прекрасна. And then just before I turned 6 years old, и как только мне подходило время, чтобы мне исполнилось 6 лет, it was in the country, and I was out by myself, and someone rode up on a horse, and they chased me and lassoed me around the neck like a rodeo calf. И я находился в деревне, один, был предоставлен себе, и внезапно кто-то выскочил на коне и поймали меня в лассо за горло, как в настоящем родео. So I was running along, and then you know, rope burns on my neck. И я бежал по полю,
и в какой-то момент просто отдернулся и упал назад от этого лассо. Это сожгло мне всю кожу на шее. And all of a sudden my life wasn't so safe anymore. И с этого момента моя жизнь уже не была прежней, не была такой безопасной, как до возраста 6 лет. And a couple other things happened. So I didn't feel safe. I didn't feel good about myself. I lost my confidence. И произошло еще несколько неприятных событий, и в то время я не чувствовал себя более так безопасно в этом мире и потерял даже свою уверенность в себе. And when I was 32, I rolled a car into a ditch. A big ditch was in the bottom, and I was there for hours until I finally got out. And so that's what began my search. Like, why did I live? Why am I here? В 32 года случилось еще одно происшествие. Я на машине упал в обрыв и провел несколько часов, прежде чем меня оттуда вытащил спасатель. И вот именно в этот момент я начал себе задавать вопросы, как я живу и кто я вообще есть. So the first thing turned me off, and the second thing turned me back on. И вот те происшествия в 6 лет, они меня выключили, то есть испугали, можно сказать, убрали осознанность. И только в 32 года после нового происшествия я снова вернулся к какой-то осознанности. So from 1983, I have been on a spiritual and personal development, learning about me and life and many different initiated. I'm a psychic surgeon. I'm a Reiki master. И с 1983 года я начал заниматься своим духовным развитием. Я попробовал очень много всего. But nothing has been as effective as tapping. From 2000, when I started tapping, I have tapped every day. Но ничто не было так эффективно, как техника таппинга. С 2000 года я занимаюсь таппингом каждый день. I tap with my clients, and so some days I tap hours. Мы тапируем с нашими клиентами, и какие-то дни я тапирую себя сам. Ну, как раз пришло время таппинга, Энди. Alexander said that the tapping time has come. Aha. So what would we like to tap about? На что будем тапировать, Александр? Ну, я думаю, что несмотря на то, что вот эта волна коронавируса прошла, все равно чувствуется какая-то какая-то непредсказуемость будущего, да, то есть что будет с границами, что будет у нас внутри, что дальше. Despite we went through the first lockdown of pandemic and we get used to it, we still have some insecurity about the future, what will be with the traveling, what will be with the borders. So we have something that we cannot predict, and it makes us feel unsafe, isn't it?
Yeah, it's true. I can see something there. I can also see that what we're talking about today is really about what I'm here today. We're going to have an EFT training, and some people might be thinking, should I do it? Should I not do it? And I have some thoughts on that. Can we just tap on that first and then go to what Alex suggested? Я думаю, Александр, спасибо, и я полностью согласен. Но прежде чем мы будем тапировать по этому вопросу, я предлагаю все-таки начать с того, что многие люди, они, кто хочет посетить тренинг, они думают все-таки, стоит ли мне это делать, не стоит, потому что это что-то новое для меня. Может быть, мы сначала начнем с вот этого решения все-таки идти на тренинг. This is a great idea. Okay. So quite often we start here. This is like the setup statement. Начнем, пожалуй, здесь. And let's say, even though I'm not sure whether I should do this training or not. И будем спрашивать себя, даже если я не уверен, пока нужно ли мне делать этот тренинг или нет. I trust myself to make the right decision. Я доверяю себе, чтобы выбрать правильный вариант. And in these days of uncertainty, и в эти дни полной неопределенности, the best place to invest is in me. Лучшее место, куда инвестировать энергию, силы, это я. The stronger and healthier I am, the better my life will be. Чем сильнее и лучше я буду чувствовать себя, тем лучше будет моя жизнь. Okay. I don't know if it's the right thing to do. Я не уверен, что это то, что мне действительно нужно. People always say, oh, it's the best thing, it's the right thing, but is it true? Люди постоянно говорят, что те или иные вещи являются правильными. Maybe it's time to trust the voice, the quiet voice inside. Может быть, сейчас пришло время послушать свой голос, который тихонько шепчет внутри. There's very little in the world that is the way it used to be. В мире, I didn't get the idea. Okay. The world is very uncertain. Мир сейчас очень непредсказуем. And many of us have a lot of anxiety about that. И многие из нас переживают на этот счет. Will things go back to normal? Вернутся ли вещи в привычное, нормальное состояние? What if they don't? А если нет? What will I do? И что я буду с этим делать? How long can I take this? Как долго я могу выдержать это все? Maybe investing in myself and my strength is a good thing. Может быть, инвестировать в себя и в мою силу – это хорошая идея? The only power I have comes from inside me. Потому что единственная сила, которая мне нужна, это та сила, которая идет изнутри меня. Especially if you have family that depend on you. Особенно, когда у вас есть семья, жизнь которой зависит от вас. This has been a hard time. Это было непростое время для нас. And it's so unpredictable. И его невозможно предсказать. And there are physical feelings of anxiety. И мы чувствуем эту взволнованность даже физически. Some people can have, upset stomach. У кого-то может болеть живот из-за этого. Some people can have
high heart rate. У кого-то может учащенно биться сердце. Some people can go think over and over about the bad things. У кого-то сознание может зациклиться на негативных мыслях, снова и снова повторять их в голове. I can't think of any time in history where we need this kind of support more. И сейчас такой исторический момент, когда мы как никогда нуждаемся вот в этой внутренней поддержке себя. The whole world is suffering right now. Весь мир сейчас страдает от текущей ситуации. And I'm not sure what it's like for you, but here the television news is always showing bad things. Не знаю, как у вас в России, но у нас телевидение показывает только плохое. And we over and over and over bad things, tragedy. И из раза в раз нам показывают разные трагедии. And it's hard not to be affected by that. И очень сложно как-то абстрагироваться от этого и не думать об этом. But I don't have to be affected by it. Но я не должен поддаваться влиянию этого. I am aware of what's going on in the world. Я понимаю, что происходит в мире, But it's not happening to me. но это не происходит во вред мне. I only need to be upset about what's happening to me. Я должен переживать за плохое, что происходит для меня, против меня. And the stronger I feel inside, the better my life will be. И чем сильнее я буду ощущать себя внутри, тем лучше будет моя жизнь. So investing in my peace and calmness will pay off. И инвестиции в мой внутренний мир, мое внутреннее спокойствие обязательно окупятся. There are so many things in the world that are not fair and are unjust. Очень много вещей в мире происходит, которые несправедливы. And sometimes I react to that. И временами я реагирую на это. And when I get emotionally intense, that is hurting me. Когда эти события вызывают у меня бурю эмоций внутри, это наносит мне вред. Every emotional state has its own biochemistry. У каждого эмоционального состояния есть своя биохимия. Which is why emotions should flow. Emotions. Emotion, energy in motion. И поэтому эмоции должны двигаться, то есть они должны протекать, потому что motion с английского — это движение, и это энергия, то есть это движение энергии. We are not designed to be anxious all the time. И мы не были созданы для того, чтобы быть взволнованными и переживать все время. And having a way to allow the emotion to change, to move, is powerful. И научиться давать эмоциям возможность меняться, это большой плюс для жизни и для здоровья.
the most powerful thing I can do is be in charge of my emotions. Самое сильное, что я могу сделать для себя, это научиться контролировать свои эмоции. But sometimes my emotions control me. Но зачастую эмоции контролируют меня самого. And it's better for me to be in charge of my feelings. И, конечно, будет лучше для меня, если я научусь контролировать свои эмоции и ощущения. This situation will pass. Текущая ситуация изменится, может быть, закончится. We're seeing it here, going to the pub, going to restaurants again. I got my hair cut. И мы видим, что потихоньку открываются пабы, рестораны. Недавно я сделал себе стрижку. I couldn't even get my hair cut for 4 months. 4 месяца я не мог сходить даже к парикмахеру. И вот, наконец-то, смог. So, just like the seasons change, things will change, life will change. Так же, как и меняются времена года, поменяются и эти события, и жизнь тоже изменится. So it's very useful to have the tapping to let the anxiety flow. И таппинг может помочь правильно научиться отпускать волнение, чтобы оно просто уплывало из нас. And when I get upset, my attention goes down to the problem. I only see the problem. Когда я расстроен, мое внимание устремлено к проблеме. Я не вижу ничего, кроме этой проблемы. But if I can be calm with the problem, Но если я научусь быть спокойным по поводу этой проблемы, I can think better. I have peripheral thinking. тогда у меня более широкий взгляд на вещи, и я могу видеть больше, не только эту проблему. Life will get better. И жизнь таким образом точно станет лучше. The dawn will come. Спокойствие придет. The spring will come. Весна придет. And I'm going to be there to see it. И я буду там, чтобы это увидеть. Okay, how's that? Итак, как вы себя чувствуете? Я уже готов прийти на тренинг, Энди. I'm ready to visit the training. Oh, good, Alex, sign up. До этого таппинга я еще думал, стоит ли прийти к тебе на тренинг, но теперь я решил. Yeah, before this session, I was thinking whether I should go or not, and now I'm definitely going. Okay. На самом деле я заметил такую вещь, что просто делая это, да, и неважно, понимаешь ли ты слова, те ли эти слова подходят ли они для тебя, все равно поднимается настроение. То есть меняется биохимия, и даже просто для поднятия настроения можно это делать. Это хорошая штука. Yeah, I just discovered that even if you don't understand some words or these words are not going from inside of you, doing tapping is giving you some better mood, and anyway you feel better after it. Yeah, I think that the physical tapping is the best improvement in therapy, psychotherapy in 100 years. Я считаю, что вот этот физический таппинг – это вообще лучшая терапия, лучший способ терапии, который был открыт в мире за последние 100 лет. It is the interface between the mind and the body.
Это помогает настроить связь между сознанием и телом. And even if you don't say anything, if you don't say the right things and you're tapping, you feel better. Даже если ты произносишь не те фразы, но ты делаешь технику таппинга, ты чувствуешь себя лучше, и настроение улучшается в любом случае. And as Alexander said earlier, there is no philosophy, nothing you have to believe or change. You just use the skills. И как Александр ранее сказал, что за этой техникой нет какой-то философии, идеологии, которую нужно изучать. Ты просто берешь практические инструменты и внедряешь. It's very adaptable to almost any practice that people are using. И это также очень легко изучить и начать применять практически сразу. Ну и к тому же этому есть доказательства. У нас есть на канале видео Питы Стелптон, где она просто стучит, у нее надеты приборы и большой экран, на котором видно, как меняется ее состояние. И это правда, и при этом она даже ничего не говорит. Она просто показывает, и это очень круто. А Пита, она доктор наук, которая занимается изучением таппинга в Австралии. So we also have some video proofs of how tapping technique works. We have a doctor whose name is Pita, and she was doing tapping, and she was connected to some technical sensitive equipment, and it showed that her inner biochemistry has changed during tapping technique. Yes, she is. She's wonderful, and she has the resources of Bond University. She can do the scientifically controlled experiments and studies, and they continually validate the efficiency and the power of simply tapping. It's astonishing. Будучи доктором наук, Пита имеет доступ то есть у нее есть возможность постоянно исследовать, технически исследовать влияние таппинга на жизнь. И действительно, я некоторое время слежу за их изучениями, и все верно, таппинг действительно меняет внутреннее состояние человека. Я хотел сказать, что уже меньше недели, чуть больше недели осталось до этого тренинга. И помимо всего прочего, на этом тренинге можно порешать какие-то свои вопросы. То есть помимо того, чтобы научиться самому таппингу, да, в процессе практики люди решают какие-то свои наболевшие эмоциональные вопросы. Плюс, собственно говоря, у нас будут волонтеры, то есть это будет больше, чем Энди. То есть у нас еще будут те люди, которые обучились и в последнее время практиковали. Вот, поэтому это будет очень насыщенное такое мероприятие. Так что, кто не решил, приходите. И ко всему прочему, у нас есть закрытое сообщество тех людей, которые учился. И, в общем, эти люди, они уже находят новые знакомства, общаются, помогают друг другу. И это, в общем, достаточно такое добродушное, я бы сказал, сообщество, которое мы формируем. О чем, собственно говоря, чем я, собственно говоря, занимаюсь. То есть я хочу создать сообщество людей, которые в состоянии помочь себе и помогать другим людям, так сказать, чувствовать себя лучше, да, и при этом вполне неплохо зарабатывать. Вот. Поэтому касательно Энди, я надеюсь, что
у тех, кто учился у него, не уйдет 21 год на то, чтобы избавиться от страха публичных выступлений, потому что они уже сейчас начинают записывать, пишут свои видео, создают свои каналы, и я думаю, что у них пойдет гораздо быстрее, чем это было у Энди. Alexander was sharing some details about the training program, about volunteers and what we will get through, and what is the society around that we made. So it's kind and caring people, and also he wanted to say that of course it will not take 21 years to for people to learn the technique of tapping and to start easily communicate with people and make some public presentations, for example. So he hoped that it will be much faster for other people, of course. But it was kind of a joke. Yeah, I'm a slow learner, is what he's saying. Энди это медленный ученик. Да, и еще я хочу сказать, что таппинг – это как бы лучшая штука для повышения самооценки. То есть мы говорим какие-то слова, но на самом деле мы часто не знаем, что это значит. Если бы там 15 лет назад меня спросили, любишь ли ты себя, я бы сказал, ну да, конечно. Но на самом деле все, чем мы занимаемся в таппинге, это улучшаем свою самооценку и учимся слушать, правду ли мы говорим сами себе. Да? То есть практикуя таппинг, ты учишься говорить сначала правду сам себе, потом правду ты говоришь другим, а потом ты уже чувствуешь своим телом, когда люди просто врут. И ты туда уже можешь выбирать, что тебе делать. То есть быть такими, как все, или там верить себе. Да? То есть ты можешь выбирать из того, что ту информацию, которую получаешь, подходит ли она тебе на самом деле. We have two most important things that we should know about tapping. The first, that we learn tapping to say the truth and to trust people. So we can easily see when people say when they lie. So it will definitely give us those glasses to see if somebody is lying or saying the truth. And the second important thing, maybe the most important one, is that tapping technique will boost our self-confidence. So maybe these two are one of the most important thing to know. Да, и любовь к себе – это, в общем-то, и есть самооценка. И это является барометром всего нашего самочувствия. Да? То есть если самооценка слабая, то мы чувствуем неуверенность, мы чувствуем страх. И когда мы с помощью таппинга, делая простые вещи, эту самооценку выравниваем, эти страхи исчезают, и мы уже понимаем, куда нам двигаться, что делать и так далее. То есть доказана вещь, что таппинг снижает уровень кортизола, а кортизол – это как раз то, что вызывает страх. Да? И, собственно говоря, это простая вещь, которую мы делаем, да, просто стучим по лицу, говорим какие-то слова, она автоматически снижает на 3-й уровень кортизола, и мы уже чувствуем себя лучше. И поэтому в этом как раз, в этой простоте является то лучше, чем, собственно, таппинг и является. Поэтому приходите или занимайтесь сами, или просто это делайте, и это очень круто. И просто смотрите на то, что у вас меняется. Не надо никому верить, ни мне, ни Энди, ни вот этому новому парню Георгию, который все это переводил, потому что я не понимаю, что он переводит. Может быть, он врет, но я чувствую, что это правда. Вот, поэтому приходите на тренинг, участвуйте в наших движухах, и скоро увидимся.
Я думаю, может быть, Энди еще пару слов скажет. Andy, would you like to add something before we finish? I agree. All of my workshops, whether they're just this talk now, I emphasize the heart and caring and making a safe place for people to tell the truth and to feel that they are a part of something and it's safe for them. На своих тренингах я пытаюсь, и мне удается создавать условия для людей, чтобы они доверяли происходящему и чтобы они могли делиться тем, что их действительно беспокоит. And I value a sense of humor. I like to have fun. Я также обожаю шутить и люблю, когда на моих тренингах весело. And as Alexander was saying earlier about knowing when people lie and being strong in yourself, I think when you know yourself completely, other people have no effect. They can't push you around. И как Александр говорил про доверие и про то, как говорить правду и про укрепление своей самооценки, когда ты разобрался с самим собой и полностью изучил себя, в этот момент ты освобождаешься от мнения других, оно перестает негативно влиять на тебя. So I look forward to everyone who chooses to be there. I will give you the best that I possibly can. Поэтому я с нетерпением жду тренинга, и все, кто решится провести это время со мной, я постараюсь сделать максимум того, что могу, дать максимум пользы за эти 2 дня. Ну, всем спасибо, но тут я хотел просто сказать, что здесь в стриме были те, кто учился, и те, кто, наверное, ничего не знает, может быть, он придет. Те, кто учились, они все передают тебе привет, Энди. Это и Виктория, и Павел Поздняков тут, и Ирина Грибова, и много разных других людей. Все твои ученики были сегодня с тобой. Ну, может быть, не все, но... There were some people on the stream who already had training session with you, Andy, and they all send you a very warm hi from Russia. Thank you. I hear from some of them now and then, and I really appreciate it every time we connect. Иногда мы общаемся с ними, и каждый раз для меня это большое удовольствие. And thank you, George, for translating today. И Энди поблагодарил меня за перевод. Спасибо, я рад быть с вами сегодня. I'm glad to be a part of this session. Glad to meet you. Ну что ж, время летит быстро, но мы увидимся еще на тренинге, у нас будет много времени. Поэтому до встречи. See you soon. See you on the training. Okay. Да, спасибо всем, кто был, и спасибо, что делаете это с нами. Всем пока. Okay. Bye, everyone. Bye.